Всем привет, с вами Дима, и сегодня мы послушаем «Реченьку» в исполнении Дианы Анкудиновой. Две версии одной и той же песни. Версия с полуфинала «Ты супер» и другая версия 2018 года. Много кто просил в комментариях. Слушаем. Диана Анкудинова, «Реченька». Моя реченька, Я эту песню слушаю в первый раз, и песня народная, сразу это слышно. Здесь очень к месту то, что она здесь добавляет йодель в большом количестве. А потом ушла на красивый головной звук. Вот сейчас стоп-кадр именно на нем. Легкий такой, более аккуратный. Смотрим дальше. ты течешь, И улетела. да не улыбнешься. Ой, да ты дитя, да мое дитятко, да ты чего сидишь? Очень много оттенков. Да не улыбнешься. Ой, подруженьки, да мои милые. Ой, да ничего-то мне радоваться. Ой, да ничего-то мне улыбаться. Очень у нее получается такой объемный белтинг на широкой гортани. И здесь еще здорово услышать интонации плача в такой современной обработке, причем еще и красивым необычным голосом. Смотрим дальше. Нас коней-то полон двор. Августей-то, Августей-то, Августей-то полна горница. Нет у меня отца матери, некому меня благословить-то. Красиво звучит, когда переключаешься с такого плотного голоса на мягкий, легкий, и получается такой йодель. На самом деле, уже если человек это хорошо контролирует, он здорово знает, что такое грудной голос в его конкретном случае и что такое головной голос. Вот она этим и пользуется. Где-то она добавляет плотного звучания, а где-то очень легкого и варьирует это то больше, то меньше, то больше, то меньше. А изменяя позицию от более светлой к более такой объемной, глубокой, мы слышим ее тембр, от которого все, мягко говоря, в легком или нелегком удивлении. Смотрим дальше. Река, Успели нажать. моя реченька. Головной. Ты течешь, да не улыбнешься.
Очень здорово звучит. Для 14 лет это очень крутой результат, тем более для женского голоса. Как бы, понятно, у мальчика голос сломался, и он низкий может сразу быть. Мало кто взрослый поет с такой самоотдачей. И еще мне очень понравилось, когда Диана выходит наверх таким плотным-плотным голосом, и там начинает появляться хрип. То ли это сделано специально, то ли от того, что поешь на очень широком большом звуке, и он, сам хочет туда пробраться на предельном верхе. Не знаю, но в принципе я считаю, что здесь это концепция. И концепция очень удачная. Развитие песни идет, и нужно добиться еще большего шквала. Там появляется еще на верхней ноте хрип, и от этого прям разрыв души начинается. Давайте послушаем вторую версию «Реченьки» 2018 года. Ты река, моя реченька, ты течешь. Ой, да ты дитя, да моё дитя, да ты чего сидишь? Вот уже сразу слышно изменения, которые произошли в голосе. Голос стал плотнее, это первое. Все мы взрослеем. Далее, появилось больше дыхания в голосе, тембр более озвученный. И как бы получается, что пение – это дыхание, и чем лучше ты контролируешь то, как ты дышишь, тем большего тембра ты можешь добиться, более красивого звука, более мягкого, более плотного. У тебя больше будет красок в голосе. И здесь, получается, так и происходит. Слушаем дальше. В принципе, со всеми хорошими вокалистами так и должно происходить. Если они занимаются. Да не улыбнешься. Ой, подруженьки, да мои милые. Ой, да ничего-то мне радоваться. Ой, да ничего-то мне улыбаться. У нас коней-то полон двор, а гостей-то полна горница. Вот такая мощная нота, высокая, в такой большой позиции, да еще с хрипом. Очень к месту, кульминационная. И вот этот еще красивый спуск не дает выключиться вниманию после вот этой высокой ноты. Слушаем дальше. Нет меня, отца матери, некого меня благословиться.
Здорово, молодец. Красиво спето. И сильная у нее энергетика, как и голос. Такая вот, ну, прям через призму мужского голоса, басовая позиция, очень глубокая. И такой дополнительный от такого объема своеобразный появляется лязг в голосе. От этого он более металличный и еще более необычный. А когда она добавляет еще более глубокий звук, вот этот лязг, он доозвучивается и дает дополнительный какой-то тембр. Вот это всегда, конечно, поражает, когда слушаешь Диану. Я вот на самом деле слушаю ее и вспоминаю разные комментарии, когда пишут, что почему же Дианы нет на большой сцене. На самом деле, да, грустненько. Она смогла бы разбавить ситуацию, но, мне кажется, не совсем продюсеры понимают, как ее можно было бы вообще позиционировать. Очень необычный голос, очень. И честно, наверное, сложно это признать, но грустно это признать. В России она не найдет должного отклика от нашей индустрии, потому что не видят, скорее всего, продюсеры, как ее спозиционировать. Это большой риск. Вы попробуете сделать что-то новое, особенное, и тут нужно быть людьми такими новаторами и наглыми новаторами. Но пока что, видимо, их не появилось. Видеть Диану на большой сцене хочется, но раз уж не получается увидеть на нашей сцене, то нужно штурмовать зарубежные. И более того, ей все это по силам. Много навыков, все красиво, она очень хорошо узнается с первых же нот и сразу запоминается. Плюс еще сильная своя энергетика с пронзительным взглядом. Касательно различий двух этих версий, я все-таки как квинтэссенцию выделю приоритетно дыхание, потому что вот в этой версии 2018 года контроля дыхательного намного больше, и мягкий звук намного более чистый, что ли, получается. И мне очень понравился момент, когда она из грудного регистра перестраивается в головной, и такой сорвавшийся вверх йодель она удерживает, и дальше этот звук летит. Такой наглый даже получается прием. Очень к месту. Спасибо, что посоветовали мне послушать эту красивую композицию. Диане с ее неимоверным голосом пожелаем большой сцены, большого профессионального роста и успеха. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что можно было бы послушать еще. Всем пока.